Привет! 16 февраля Путин убил Навального. Россия окончательно превратилась в территорию бесправия, насилия, политических репрессий и засилия диктатуры. Кремль убил Навального демонстративно, накануне выборов и после нашумевшего интервью Такеру Карлсону. Это недвусмысленный сигнал россиянам и всему миру, что Путин возводит вокруг России даже не железный занавес, а кровавый чистокол, заложниками которого стали 145 миллионов россиян. Убив Навального, Путин убил альтернативную Россию будущего. Компромиссную, развитую, настроенную на равноправный диалог с Западом, Востоком, постсоветским пространством. Вместо этого он культивирует атмосферу террора и безысходности. Но надежда и свобода остаются в головах людей и в свободном информационном пространстве интернета. Подписывайтесь и поддерживайте своими просмотрами и лайками этот канал, других независимых блогеров и СМИ. Комментируйте и дискутируйте. Это важное и лучшее, что можно сделать прямо сейчас и под силу каждому. Путин не вытерпел, он убил находящегося в тюрьме Навального, не дождавшись итогов выборов. Это говорит о том, что Россией, огромной страной с ядерным оружием, управляет параноик, который физически устраняет оппозицию. За время заключения Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор, где он в общей сложности пробыл 308 дней. Убийство лидера российской оппозиции непосредственно перед выборами – это демонстративный плевок в народ. 24 февраля 2022 года стало первой точкой невозврата для России. Почти ровно 2 года спустя наступила вторая точка невозврата. Паранойя Путина достигла таких масштабов, что он боится даже тех оппозиционеров, которые находятся в тюрьме. Убийство Навального подтвердило очевидную истину. Нет никакого смысла голосовать на выборах. Путин поставил крест на будущем России, в которой стремительно воссоздается сталинский террор. Даже само посещение выборов опасно. Соловьев в прямом эфире заявил, что ЦИК обладает персональными данными сторонников Надеждина. Власти всерьез вознамерились закрутить гайки. Любое волеизъявление в России может закончиться тюрьмой и гибелью. Убийство Навального в тюремных стенах фактически запускает новый кровавый тренд, который угрожает всем политзаключенным, особенно в странах с авторитарным режимом. А поскольку лукашенковская Беларусь давно сражается с Москвой за право называться главной диктатурой в Европе, абсолютно очевидно, что власти обязательно примут эстафету из Кремля и рано или поздно решатся на убийство плененных политических врагов. Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Виктор Бабарико, Мария Колесникова и многие другие продолжают находиться в крайне опасной ситуации. О состоянии многих из них мы не получаем информации уже долгие месяцы. С приближением 2025 года и необходимости белорусскому диктатору организовать очередной спектакль под названием «Выборы», угроза жизни политзаключенных будет только усиливаться. Именно поэтому сейчас как никогда важно напоминать миру о том, что Беларусь не менее опасное место для политических заключенных, нежели Россия. В этом контексте хочется процитировать слова белорусской лидерки Светланы Тихановской, которые прозвучали во время Мюнхенской конференции по безопасности. Цитата. «Нам страшно за жизни тысяч наших белорусских политзаключенных. Многие из них содержатся под стражей без связи с внешним миром. Мы не знаем, живы ли они. Нам нельзя допустить новых смертей в тюрьмах». Также в своем выступлении Светлана Тихановская призвала участников занять решительную позицию по вопросу изоляции диктаторов и подчеркнула: пока существует режим Лукашенко, регион не будет в безопасности. Смерть Навального должна окончательно убедить страны Запада в необходимости срочного усиления санкционного давления на Россию и Беларусь. Для того, чтобы санкции действительно были эффективными, важно достичь полной экономической и политической изоляции путинской России и лукашенковской Беларуси. Более того, усатый таракан давно должен быть поставлен в один ряд с Путиным, путем его признания в качестве международного преступника и, соответственно, выдачи международного ордера на арест. Уже через месяц российские захватчики намерены провести незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом, россияне хотят создать иллюзию легитимности захваченных территорий и навязать местному населению
пропагандистский нарратив о том, что Россия здесь навсегда. Очевидно, что проведение этих псевдовыборов, как и прошлые попытки оккупантов проведения референдумов, нарушают нормы международного права и права человека на временно оккупированных территориях. Вывод Венецианской комиссии 2019 года по поводу нелегитимности и ничтожности выборов в Госдуму РФ, состоявшихся на временно оккупированных территориях Украины в 2016 году, продемонстрировал решительное осуждение международным сообществом незаконных и преступных действий России. Также выборы на захваченных территориях нарушают Хартию ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины. Так что ни один выборный орган или выборная должность захватчиков, которые оберутся на временно оккупированных территориях, не могут быть признаны легитимными. Оккупанты используют все возможные методы давления на местное население, чтобы привлечь его к участию в незаконных выборах. Российские власти используют принудительную паспортизацию жителей и граждан Украины, оказавшихся на захваченных территориях, угрожая им и их членам семьи, препятствуют трудоустройству и получению социальной помощи. Также известно о принудительной паспортизации несовершеннолетних, отказ от которого стоит им доступа к образованию. Наиболее жестокой и угрожающей жизни населения на временно оккупированных территориях является российская практика мобильных участков. Оккупанты сформировали сотни так называемых мобильных участков, которые пошли по дворам, людным местам, квартирам. Ящики для бюллетеней ставили на скамейках у подъездов, остановках общественного транспорта, на капотах машин и рынках. Вместе с так называемыми работниками избирательных участков ходили и вооруженные силовики, которых якобы приставили для охраны мобильных групп. Однако известно о неоднократных случаях не только психологического давления на людей, но и физических угроз. Так, например, в селе Ульяновка Херсонской области местных жителей заставляли голосовать под дулом автомата во время псевдореферендума, который состоялся в сентябре 2023 года. На 3 членов избирательной комиссии оккупационные власти приставили по 6-8 российских силовиков с автоматами. Они заходили в каждый дом и показывали пальцем, где ставить отметку. Очевидно, что в таких условиях о демократическом волеизъявлении не может быть и речи. Любые попытки споров местного населения с оккупантами заканчивались угрозами и направленными в сторону несогласных жителей оружием. По информации Восточной правозащитной группы, в начале сентября 2023 года в разных населенных пунктах Луганщины и Запорожской области силовики задержали по меньшей мере 5 человек, отказавшихся голосовать, и заставили писать объяснения. Точные данные о количестве попавших в российские застенки неизвестны. Однако, учитывая количество преступлений, о которых стало известно после деоккупации Харьковской и части Херсонской областей, статистика крайне неутешительна. Россия не получила должного наказания за прошлые эпизоды проведения незаконных выборов и референдумов на временно оккупированных территориях, сопровождавшихся многочисленными нарушениями норм международного права и прав человека. Очевидно, что незаконные выборы президента РФ, которые состоятся через месяц, тоже будут сопровождаться давлением на местное население, угрозами и запугиванием, нарушением процедуры проведения волеизъявления. Такое вопиющее нарушение норм международного права и прав человека не может оставаться безнаказанным для РФ. Ужесточение антироссийских санкций и начало процедуры исключения России из Совбеза ООН станет первым шагом к сохранению сотен тысяч жизней населения временно оккупированных территорий, страдающих от российского террора. Больше полезной аналитики в других видео. Подписывайтесь, друзья, и напишите в комментариях, что вы об этом всем думаете.